С момента моего последнего путешествия по Украине прошел месяц. И за это время за окном немного похолодало. Световой день стал короче, рассветы из теплых и золотистых стали морозно-синими, а небо все чаще затянуто тучами. Но это ведь не повод сидеть в четырех стенах, верно? И мы решили устроить себе настоящее осеннее путешествие сразу по нескольким областям Украины. Мы — это Влад и Ярик, наши друзья из New Way, Макс, мой одноклассник и друг детства, ну и вот этот парень на вашем экране. Суть этой поездки была в том, чтобы доказать, что осень — это не просто прослойка между летним и зимним туризмом. Что из этого получилось? Ну, давайте посмотрим. А получилось отличное приключение, в котором мы увидели шары станции Памир и шары над Каменец-Подольским. Прогулялись, если это так можно назвать, застрял, по самой большой пещере Евразии и по самому красивому зданию страны. Мы увидели желтеющую Буковину и много туристических и не очень мест из самых разных эпох. А по дороге, конечно же, просто наслаждались природой и атмосферой этой прекрасной поры года. Ну а план, как всегда, предельно прост. 4 области Украины и щепотка локаций, которые мы себе присмотрели. И всего неделя на то, чтобы их объехать. Как говорится, у нас роуд-трип, возможно, travel-блог. По коням. Проехав 400 с лишним километров, мы попадаем в наше первое место остановки – файне місто Тернопіль. Остановка тут была совсем короткой и не было времени, чтобы осмотреться и составить полное понимание, почему же город называют файным. Выглядит как такой маленький европейский городок, вот у озера куча рыбаков, люди по набережной гуляют, бегают, катаются на велосипедах. В общем, как-то ничего особенного, но довольно мило. А вот что показалось мне любопытным, так это то самое озеро, по набережной которого мы вот сейчас гуляем. И на самом деле это никакое не озеро, а огромный искусственный пруд. Он был вырыт еще в 16 веке вместе с основанием города. И Тернополь — это уникальный в Украине и один из немногих в мире городов, где прямо в центре находится созданный человеком водоем таких вот масштабов. Я не думаю, что мы будем сильно задерживаться в Тернополе. Нас больше интересует место в его области. Нас интересует село Плебановка, в котором гордо стоит вот этот шикарный железнодорожный виадук. Он был построен в конце 19 века, когда это была территория Австро-Венгрии. Слеплено все по наивысшим стандартам качества того времени. И в отличие, кстати, от более известного виадука в Ворохте, этот до сих пор возит поезда по своей спине. Так, Влад, давай-ка ты будешь использовать свои кадры, а? Ну окей. Конечно, немножечко не так я представлял контент с этого места, но вот виадук без полетов с дрона. Изначальный план был приехать к этому виадуку вечером, поставить вот где-то вот там палаточки, заночевать и на рассвете устроить себе небольшую таймлапсишную. Но погодка не совсем палаточная, поэтому вот пока только так, на сером фоне неба. Туризм развивается, вот даже появляются инструкции для начинающих контент-мейкеров. Сразу после выезда из Тернополя погода начала капризничать и напоминать нам, что мы все-таки выехали в осеннюю поездку. Что ж, попытаем счастье с еще одним красивым местом и отправимся на поиски укрытия. Это церковь на скале, ее название вот напишу внизу, с которой открывается просто офигенный вид, разный рельеф, потихонечку желтеющие деревья, и я очень бы хотел залететь тут на дроне, но погода пока что делает, так сказать, настроение всему путешествию. Поедем искать ночлег и будем надеяться, что завтра с неба будет падать чуть меньше воды. А лучше вообще без нее. Понимаешь, что поехал в осенний трип, когда просишь Влада включить печечку. Холодно, блин. Но при этом одно из преимуществ таких вот осенних путешествий по областям — это то, что ночевки можно не планировать заранее, а заезжать в отель прямо по дороге и с огромной долей вероятности найти свободный номер.
Такая, кстати, ситуация с дождями произошла потому, что эта поездка у нас спланирована очень спонтанно, мы не особо отслеживали погоду, просто у всех возникла свободная неделька, и мы решили немного поисследовать Украину. Вообще я намного спокойнее стал относиться к таким вот спонтанным поездкам, потому что моя квартира теперь под защитой охранной системы Ajax. Что это такое? Это умная система, которая отвечает сразу за несколько аспектов безопасности в вашей квартире, или в офисе, пока вы в отъезде. Система состоит из нескольких девайсов, каждый из которых отвечает за свою задачу. Это датчик открытия дверей, датчик наводнения, датчик дыма и камера, которая реагирует на движение. Кстати, очень хорошо, что эта камера не срабатывает от движения по квартире моих котов, иначе я бы получал тревогу каждые 5 минут. Все эти девайсы подключены к центральному модулю, которым вы можете управлять сами, либо подключиться к какой-то охранной системе в вашем городе. Мне, например, систему Ajax установила и подключила к своему пульту охраны, наверное, самая крупная служба охраны в Харькове, Кратос. Они приехали, установили и проверили все девайсы, рассказали, как ими пользоваться, мы подписали договор, и весь процесс занял около получаса. Но главная фишка в том, что вся эта штука работает и управляется с мобильного приложения. В общем, все максимально wireless, secure, smart и еще целая куча всяких иностранных слов. Заказать себе установку Ajax к себе в квартиру, в дом или в офис можно по ссылке в описании. Там же, кстати, можно получить и 10% скидку для подписчиков моего канала. Единственное, чего Ajax, конечно, не умеет, так это управлять погодой удаленно. Я бы сейчас дождик с удовольствием отключил. Не судьба. Конечно, можно было на денек скрыться от непогоды в этом шикарном гостиничном комплексе со своей лесной территорией, лебедями в пруду и недорогой едой. Но дорога зовет. Тем более, что укрыться от дождя тут есть где. Где-то под этими полями и холмами находится самая большая пещера в Евразии, пещера Оптимистическая. И начинается она в селе Королевка с базы спелеологов. Это те ребята, которые исследуют и раскапывают пещеры. А в пещере там холодно или жарко, или как там? В пещере плюс 10 тепло. Это теплое плюс 10, потому что там нет ни ветра, ни дождя. Там влажность почти 90%. Без дождя звучит убедительно. И первым делом мы получаем новый гардероб. Каски, резиновые ботинки и комбинезон. Когда тебя вот так вот одевают, ты понимаешь, что тебя ждет нечто грязненькое. А нам нужно будет расписываться за какую-то безопасность там? Я вам как раз даю. Хвороба сердца никого нету, там опорно-двигательный аппарат у тебя в порядке? В порядке, все хорошо. Шут входной, потому что вы выходите отсюда, и сюда приходите 15 минут до 10-15 минут до входа и 10-15 минут назад. Вот это такое кольцо по входному району. Давай, вошли и вышли. Приключение на 20 минут. Выходишь из этой пещеры после 4 часов. Ну что ж, приоделись, обсудили план и под руководством гида-спелеолога пошли ко входу в пещеру. И по дороге пару википедийных фактов. Пещеру открыли в 1966 году, но она образовалась от тектонических сдвигов миллионы лет назад. Пещера гипсовая, но это не тот хрупкий гипс, которым фиксируют переломы, а закаменелый прочный минерал. Сейчас на карту нанесено 260 километров ходов, но раскопки все еще продолжаются и неизвестно, сколько там еще. В общем, спустя минут 20 блужданий по Тернопольской Амазонке мы пришли ко входу в Оптимистическую пещеру. Узенько как-то. Я думал, здесь будет как-то попросторнее. А тут прям пещера. Так, мы направо? Да, сюда. Вниз. Заползли в пещеру за какими-то старыми грибами. Поднялась влага в клубе. Не вот этими. Вот за вот этими. Катамаранов ушел за грибами. Вы видели, сколько тут трюфелей? Фу. Мы тут. И мы идем дальше. У меня нет проблем с клаустрофобией, но идешь в таком узком проходе и сразу как-то немножечко тревожно становится. Поэтому, если у вас есть с чем-то таким проблемочки, то сюда, наверное, надо подумать, прежде чем ехать. Застрял. Вот что значит 2 ужина брать? Тут и посидим.
Ладно. Сейчас я как-то... Куда нам идти? И вот первая развилочка. Шеф, а куда нам? А, вот мы тут. Если вот примерно так представлял пещеру из Тома Сойера, где то ли он, то ли Геклберри Финн заблудился. Пройдя около часа, знатно запачкавшись и устав, оказалось, что это всего лишь входной сектор, по которому спелеологи добираются до мест, где ведутся раскопки. Это просто дорога на работу у спелеологов. Давайте пожалуйтесь, какие у вас там пробки с Троещины, или как вам неудобно в офис добираться. Давайте, расскажите им. А чуть дальше по пещере начали появляться первые скульптуры. Что это за Минотавр? Это Минотавр, его слепили скульпторы. Каждый год происходит в пещере скульптурная экспедиция, в которую приезжают из Львовской академии искусств выпускники, их учителя, и лепят здесь разные фигуры. В пещере много скульптур. Скульптур действительно много. Некоторые забавные, некоторые просто сделаны первопроходцами на память, а некоторые прям жутковатые. Тут в конце галереи стоит такой дух, это статуя духа, который, по версии спелеологов, их защищает в этих спусках, но похож он больше на Дементора. А вот Дементор уже пугает, ну, по крайней мере, меня. Кроме скульптур и целого музея с найденными тут материалами, меня в пещере больше всего интересовало одно конкретное место. Мало того, что эта пещера третья по суммарной длине в мире, так еще и здесь находится самый большой подземный лагерь. И вот мы сейчас посмотрим, как нам в нем отдыхается. О, не, ну это ж кайф. Он вот здесь. Здесь обеденный стол, один из, там есть еще кусок района. Там спальные места, там дальше еще спальные места. Здесь курилка. Здесь собираем кастрюли и храним продукты, а тут ставим газовые горелки, на них готовим. Крутяк вообще. И здесь от лагеря недалеко вода, то озеро, на которое мы идем, оно обеспечивает полностью этот лагерь водой. Она как с колодца такого, с деревенского. Ну да. Такая холодная-холодная, с легким привкусом мела. После 3 часов брожения по пещерам самое вкусное. Что получается, в этом лагере по сколько времени люди живут? Ну, от недели до 2, в зависимости от экспедиции, от цели экспедиции. И когда мы здесь ночуем в этом лагере, то на 3-е сутки мы переходим в режим 12-24. 12 часов спим, 24 часа работаем. Этих 12 часов хватает полностью, чтобы восстановиться организму. Так как здесь полная тишина, полная темнота, ничто не мешает спать. Встаем мы тоже не по будильнику, а по общему шороху, так называемому. Ну, там кто-то шевельнулся, следующий за ним, и так весь лагерь просыпается. Поэтому можно отлично выспаться. Название этого лагеря «Собачья жизнь». И я не знаю, какой конкретно смысл в это вкладывался, наверное, что это точно не Карлтон Ридс. И хоть выглядит все довольно антисанитарно, на этой глубине, а это почти 80 метров, и в таком климате не приживаются бактерии и всякие вирусы. Поэтому это в какой-то степени идеальные стерильные условия в эпоху пандемии. А женщин-спелеологов немного, я так понимаю, да? Много. Да? А что они посуду не помыли? Что ты там в пещере нашутил? Блин, ну понятно же, что это шутка была, нет? Извиняйся давай. Окей. Ты жинка, а не посудомойка. Сейчас мы уже возвращаемся обратно, и пещера выглядит совсем по-другому. То есть ориентации в пространстве 0. Я как будто иду по совершенно новой территории. Как бы там ни было дискомфортно, на улице тоже не очень. А еще раз, почему эта пещера называется оптимистическая? Потому что ее нашли, искали 3 года на одном оптимизме. Понял. Когда выходишь из этой пещеры после 4 часов, там не ощущается ни запахов, нет никаких звуков. И очень темно. Выходишь в лес, и запахи все ощущаешь, ну, ощутимо сильнее. То есть этот мокрый запах земли с листьями, прям вот никогда так сильно его не чувствовал, как сейчас. Лютый кайф. Как вам экспириенс, ребята? Великолепно. Это... Не, мне немножко маловато было, можно на 12 часов. О, началось это дело. Во-первых, это нифига не туристическое развлечение. Там довольно грязненько. Во-вторых, это довольно сложненько. Я уже чувствую, как завтра будет крепатура. А еще, это не совсем попадает в категорию шары. Экскурсия на 4 получилась, сколько, 2200? 2200 со всей арендой вот этих вот замечательных шмоток. Но это очень уникальный опыт. Если вы не боитесь замораться,
обязательно приезжайте. Наберетесь немного оптимизма. Оптимизма придает еще то, что погода начала потихоньку меняться и давать возможность останавливаться в разных красивых местах. И пока нет сильного дождя, мы приехали, наверное, на самую красивую смотровую площадку на Днестр. Это вид на село Залежки. Оно находится в Тернопольской области, а мы сейчас находимся, соответственно, в Черновецкой области. И здесь просто потрясающий вид на Днестр. Он тут так изгибается подковой, такой резкий поворот. Из кучи облаков, которые движутся на небе, смотрится все, ну, прям очень эпично. Этот вид, можно сказать, наш ответ знаменитой подкове в штате Аризона. Не такой масштабный и раскрученный, но от этого не менее красивый. Движемся дальше от вполне реального города Залещики к городу, которого уже давно нет на официальных картах. Все-таки, конечно, в таких осенних, холодных и дождливых путешествиях есть свой шарм. Например, вот такой вот вид на Червоноградский замок. Не, все, не могу, взлетаю на дроне. В этом месте когда-то был Червоноград, один из городов, которые не стали восстанавливать после войны и просто стерли с карт. А остатки его замка будто созданы для того, чтобы лицезреть их осенью, среди желтеющих листьев и легкой туманной дымки. К замку можно подъехать по красивой витиеватой дороге и увидеть, насколько сильно он разрушился всего за каких-то полвека. Простенько, но со вкусом. Замок с башнями был построен в 1820 году и в начале 20 века выглядел вот так. Но во время Второй мировой Червоноград был разрушен, замок получил повреждения, а позже его разобрали на камне для строительства фермы. И до нас дожили только вот такие вот 1,5 башни, которые, кстати, еще в 2013 году были 2 целыми. По-моему, такой разрез выглядит даже экзотичнее. Но место на один раз, если честно, уж все уж больно развалено. Надеюсь, водопад, который тут неподалеку, будет чуть интереснее. До красивого каскадного Джуринского водопада пару сотен метров вниз от замка. И это самый большой водопад в стране, который находится не в горах. Кстати, водопад этот искусственный и сделан жителями Червонограда для того, чтобы хватило мощности для местной мельницы. Мощности водопада хватило для мельницы, а вот мощности машины, чтобы отсюда выехать, не очень. Поднимаясь от Джуринского водопада, не доехали до выезда буквально каких-то пару метров, потому что мокрая скользкая глина. И полноприводная тачка просто не хочет ехать. Буквально 2 метров не хватает. Смотри, я сейчас все отпачкаю. Что, теперь ему можно залазить, Влад? Да, теперь можно. Руки помыть. Достаточно чисто. И парфюмом попшикайся, а то что ты как этот, вспотел. На Памир будем искать каких-нибудь местных владельцев УАЗов, чтобы не встрять так 2-й раз. Прощаемся с Тернопольской областью и выдвигаемся в сторону Буковинских Карпат. Наша цель – одно из самых популярных этим летом направлений у самой границы с Румынией. И дорога туда в сезон дождей – это отдельное приключение. Мы бросили наш передний привод в селе Дехтынец, если я правильно понял. И перегружаемся в более суровую машину для того, чтобы с гарантией доехать до Памира. Это местный водитель вот с таким вот кричащим инстаграмом «Драйв Карпаты». Наверное, додрайвим. Водитель с машины на 1,5 дня – это не совсем бюджетно, но все еще дешевле, чем ремонт своего авто после этих дорог. И бонусом снимает риски по застреванию и дает всем возможность беззаботно наслаждаться Карпатами. Если в нашей майской поездке в Карпаты солнечный лес напоминал фильм «Сумерки», то с учетом близости к Трансильвании это напоминает немного другой знаменитый фильм о вампирах.
Когда тьма накрыла эти края, он приехал, чтобы выгнать отсюда всю нечисть. Его противотуманки – последний луч надежды в этих лесах. А при виде его подвески сердце стынет у самого графа Дракулы. Вообще, по изначальному плану, эта ночевка должна была быть в палатках прямо возле куполов РЛС «Памир». Но наш водитель Дима, который драйв Карпаты, сказал, что, слушайте, вечером по темноте мы все равно ничего там не увидим. Ночью, возможно, будет дождь. Тут есть маленькое село неподалеку. У меня есть контакты домика, в нем есть печка, можно приготовить гречки, погреться возле каминчика, немного подзарядиться, ну и нормально поспать, не раскладывая палатки. Все удовольствие, всего 900 гривен на всех. И это была просто замечательная идея, потому что мы отлично выспались, вот позавтракали и теперь готовы выезжать в 2 точки в этой местности. И первое — это очень красивое озеро Буковинское око. В этой местности, кстати, совсем нет связи, а если она и появляется, то это скорее румынский роуминг. Поэтому в дорожку, кроме дождевика, прихватите еще офлайн карты. В общем, вот это Буковинское око. Это маленькое озерцо, которое по принципу похоже на синевир, то есть немного воды, окруженное со всех сторон соснами. Но по осенней карпатской традиции пошел дождь, и я не могу взлететь на дроне. В хорошую погоду это озеро выглядит вот так. По солнышку на этом озере можно даже немного поплавать на сапах. Но при наших раскладах доступна довольно неплохая опция погулять по дождевому лесу и побаловать свои легкие чистейшим карпатским воздухом. Посмотрели немного в дождливое око этого озера, убрали немного мусора и погнали на Памир. Немного влажного горного бездорожья, пограничный контроль, мы все же почти вплотную к Румынии. Еще немного бездорожья, и мы приближаемся к одному из самых интересно выглядящих мест Буковинских Карпат. Драматичное облачное небо, горные хребты на фоне и загадочные белые купола. Именно так я представлял себе подъезд к этому месту. Но на практике с этого ракурса все было примерно вот так. Вообще, план приехать сюда осенью заключался в том, чтобы здесь было не жарко, здесь не жарко, и горы вокруг были затянуты легкой дымкой. А тут чуть-чуть промахнулись, дымка не совсем легкая. Но, я думаю, туман не помешает вкратце рассказать об этом месте. Как вы наверняка знаете, это советская радиолокационная станция, в которой вот эти вот необычные белые купола использовались просто в качестве чехлов для металлических антенн. И это был довольно серьезный режимный объект. На подъезде стояли посты и казармы, а под станцией бункеры и гаражи. Но потом развал Союза, консервация станции и стремительное превращение в просто необычные белые шары в горах. А вот этот купол находится уже в аварийном состоянии. Вот у него такая немаленькая трещина. И в скором времени, возможно, обрушится. Чинить его никто не собирается, поэтому это всего лишь вопрос времени. Ходит довольно популярное заблуждение, что во всех этих куполах были антенны, которые, как это принято считать, растащили на металлолом. Но в большинстве из них никогда не было своих антенн. Туда заезжал спецтранспорт с необходимой аппаратурой. А вот куда делся этот спецтранспорт, это уже совсем другой вопрос. И только в этом самом большом куполе, похожем на мячик для гольфа, была своя антенна. У нее даже есть свое имя, и ее зовут Лена. Антенна по имени Лена. Прикольно. Лена использовалась для обнаружения летающих объектов, таких как самолеты, ракеты или, например, дроны. Лена и ее подружки на станции Памир ловили сигналы с неба от Турции до Балтики. Поэтому с точки зрения квадрокоптера, такие вот пролеты по остаткам станции — это по сути кощунство над поверженным врагом.
По моему впечатлению, Памир даже в такую нефотогеничную погоду все еще интересное и уникальное место. И окружает его не менее интересная и красивая природа. Только вот текстуры немного не прогрузились. Вернулись мы с нашей микроэкспедиции в Буковинские Карпаты. Вот на таком Сузуки Джимни на максималках. Места, конечно, очень красивые. Эти Карпаты местами желтеющие, местами хвойные. Все затянуто этой дымкой. В общем, очень красиво. Вроде мы особо от цивилизации далеко не отъезжали, но отсутствие интернета меняет все восприятие. Стало быть, теперь мы возвращаемся в цивилизацию. А цивилизация, видимо, настолько рада была нас видеть, что показала даже немного неба впервые за 3 дня. Ну что ж, тут я и закончу первую часть своего рассказа об этом большом осеннем путешествии. Конечно, хотелось бы чуть больше солнечных дней, но имеем то, что имеем. Ну и вся эта облачно-туманно-желтеющая эстетика, это, конечно, отдельный жанр. Ну, а кому этот жанр не близок, тут в этих краях есть пещера оптимистическая, в которой дождя нет. Но, судя по прогнозу, вторая часть будет чуть более солнечной, и прямо вот сюда я вставлю ее анонс. Прогноз не подвел. Во второй части нас ждет ни единой капли дождя и много чего интересного. Я ни разу не видел медведя ближе, чем вот сейчас. Замки и усадьбы, так называемый украинский Хогвартс и, наверное, мой новый любимый рассветный вид в Украине. Довольно хитрым тактическим ходом будет подписаться на канал и позвонить в колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть. А если она уже вышла, то вот сейчас появилась на вашем экране. Спасибо за просмотр и за вашу обратную связь под этим роликом. И как всегда, увидимся в следующем видео.